Всем не хворать. Насмотревшись за последние пару-тройку лет всякой разной дичи от отечественных не только чудо-афинажников, добывающих золото чуть ли не из навоза, решил создать свой канал и запилить дебютный видос на тему того самого афинажа. На канале попробую рассказать о разных методах обработки золотосодержащего материала и не только золотосодержащего. Также будем обрабатывать материал, содержащий платину, палладий и другие металлы платиновой группы. На канале не будет никакого украшайзинга, все будет по-честному, без всяких подсыпок, так как это происходит на самом деле. Ну а сегодня попробуем обработать достаточно богатый материал, в котором находятся ламели и разъемы. В большинстве своем советские, но также присутствует и импорт. Извлекать металл сегодня будем методом выщелачивания в цианидосодержащем растворе при помощи китайского реагента Джинчан, у нас также известного как золотая цикада. Материал был предварительно брошен на весы, исходный вес 331 грамм. Начинаем подготовку растворов для выщелачивания. Хотя хитрые китайцы и утверждают, что их реагент не содержит цианидов, на самом деле это не так. Реакция на берлинскую глазурь дает замечательный зеленый цвет, что говорит о содержании тех самых цианидов. В связи с чем вести себя при использовании данного реагента нужно крайне аккуратно. Для подготовки выщелачивающего раствора берем 1,5 литра обычной недистиллированной воды и навеску китайского реагента в районе 25 грамм. Данного количества и концентрации вполне хватит для того, чтобы извлечь все полезные металлы. И даже сверх того. Скорее всего, что даже подъезд никель и медь, который находится под позолотой на ламелях и разъемах. Готовить раствор будем при помощи магнитной мешалки с подогревом. Оптимальная температура раствора в районе 55 градусов. Если температура сильно ниже, то реакция будет проходить недостаточно быстро. Если дать температуру слишком высокую, то реагент может разложиться еще до начала реакции. Выщелачивание должно проходить в растворе с pH не ниже 11, желательно в районе 12. Для поддержания этого pH необходимо засыпать стабилизатор, коим в данном случае выступает гидроксид калия. На наше количество раствора достаточно навески 8-10 грамм. Также можно задействовать гидроксид натрия, но так как натрий менее активный металл, то его гидроксида для стабилизации надо будет несколько большее количество. Также в соответствии с Best Practicals от моего коллеги из дружественного Казахстана с канала Франсуа Пелье, в наш раствор необходимо добавить дополнительный окислитель. В роли дополнительного окислителя будет выступать красная кровяная соль, она же железосинеродистый калий. На наш раствор достаточно навески в районе 8 грамм. Также всем сочувствующим тематике извлечения благородных металлов настоятельно рекомендую заглянуть на канал того самого Франсуа Пелье. Создатель канала Олег обладает знаниями в области химии явно не на уровне школьной программы и является непререкаемым авторитетом в афинажной тусовке. Кое-какие приемы для подачи материала для этого и последующих видео я подчеркнул именно на его канале, за что ему отдельное большое спасибо. Ну а мы вернемся к тому, ради чего здесь все собрались. Как было раньше заметно на видео, до дна стакана с материалом уложена воздухорассеивающая трубка с присоединенным силиконовым шлангом, изготовлена из набора для аквариума. Компрессор из этого набора тоже присутствует. Зачем все это нужно, я объясню чуть позже. А пока подогретый до оптимальной температуры в 55 градусов раствор для выщелачивания мы переливаем в стакан с материалом. На данном этапе добавляем только половину раствора. Для поддержания оптимальной температуры раствора включаем мешалку на небольшой подогрев. И изо всех сил пытаемся включить компрессор. Растворение золота в цианистых растворах соответствует суммарной реакции, которую вы видите в правом верхнем углу.
В левой части реакции присутствует кислород, являющийся окислителем. В общем-то, его избытка мы пытаемся добиться в растворе, пропуская через него атмосферный воздух при помощи компрессора и газораспределительной системы. Содержащийся в воздухе кислород после растворения в жидкости способствует более быстрому протеканию реакции выщелачивания. Вместе с золотом в продуктивный раствор в определенной степени переходят серебро, железо и медь. Помимо влияния побочных реакций растворения примесей на процесс выщелачивания золота, данные компоненты вызывают затруднения при последующей цементации. Спустя всего пару минут заметно, что наиболее бедные ламели с импорта уже прореагировали с цианид содержащим раствором и утратили свой желтый цвет, что говорит о хорошей скорости протекания реакции. На последующих кадрах видно, что раствор сильно осветлел. Это говорит о том, что он практически весь сработался. Если бы вся позолота с ламелей уже сошла, то на этом этапе мы бы просто завершили процесс выщелачивания. Но так как часть позолоты еще не прореагировала, мы дольем вторую половину приготовленного в начале видео раствора для продолжения реакции. Спустя еще 10 минут становится заметно, что практически 90% материала уже лишилось своего золотого покрытия. Для оставшихся 10 мы добавим секретный ингредиент, который поможет избавиться от позолоты на оставшихся самых жирных советских ламелях. Ингредиентом является 20 мл 5% раствора перекиси водорода. После его приливания реакция выщелачивания возобновляется на короткий, в пределах 5 минут срок, с новой силой, но после этого затухает уже безвозвратно. Даже последующее добавление в раствор агентов выщелачивания не способно привести к ее заметному возобновлению. В подтверждение вышесказанному видно, что на промежутке в 2-3 минуты золотое покрытие самых неподдающихся ламелей сходит окончательно. На этом процесс выщелачивания закончен, и самое время с ним завязывать, переходя к следующему этапу – декантации и фильтрации золотосодержащего раствора. Очищать раствор от механических примесей будем использовать фильтровальную вакуумную станцию, в состав которой входит вакуумный компрессор, а также колба Бунзена на 5 литров, увенчанная воронкой Бюхнера самого большого размера, какую мне удалось найти на просторах родного города. Для начала фильтрации укладываем сдвоенный фильтр синей ленты на дно воронки Бюхнера и обильно смачиваем получившийся сэндвич из водного распылителя, предварительно не забыв включить компрессор и присоединив его шланг к колбе Бунзена. Данные манипуляции необходимы для того, чтобы фильтровальная бумага плотно прилегала к дну воронки. Проигнорировав эти действия, мы имеем все шансы получить в отфильтрованном растворе механические взвеси, которые обязательно проникнут в него в процессе переливания. Для предотвращения разрыва фильтровальной бумаги регулируем силу всасывания вакуумного насоса путем приоткрывания крана, находящегося на пути воздушной магистрали от вакуумного насоса к колбе Бунзена. Кран реализует подсос атмосферного воздуха в цепи магистрали, что позволяет снизить силу всасывания и одновременно поддерживать работу насоса в щадящем режиме. Это, в свою очередь, положительно сказывается на долговечности его работы. После обработки фильтра переливаем золотосодержащий раствор в воронку. Последующие 5 минут не происходит ровным счетом ничего интересного, поэтому тупо втыкаем в экран под заранее приготовленный кофеек и наслаждаемся треком с таймлайна.
наш раствор отфильтрован и готов к извлечению золота. В элементарном виде золото из растворов может быть выделено только при контактном вытеснении и электролизе. Остальные подходы являются лишь методами концентрирования. Превалирующим способом высаждения благородных металлов из цианистых растворов является цементация цинковыми порошками. В нашем случае это цинковый порошок марки PC0. В электрохимическом ряду напряжений потенциал цинка, равный минус 0,76 вольта, более отрицателен, чем потенциал золота, равный 1,5 вольтам. Стандартный электродный потенциал в цианистых растворах также более отрицателен для цинка и равен минус 1,26 вольта, в то время как для золота его значение находится на уровне минус 0,61 вольта. Таким образом, металлический цинк будет легко вытеснять золото из цианистых растворов по реакции в правом верхнем углу экрана. Цинк будет вытеснять из нашего раствора все металлы, стоящие в электрохимическом ряду слева от него. Это медь, серебро, платина, свинец, никель и другие. Теоретически расход цинка на осаждение золота составляет примерно 0,19 грамма на 1 грамм золота, но на практике его расход в десятки раз больше. Исходя из этого, добавляем в наш раствор навеску, равную примерно 4,5 граммам цинка. В цианистом растворе между металлическим цинком и раствором происходит обмен ионами, в результате которого на анодных участках цинка идет его ионизация, а на катодных — восстановление золота, кислорода и воды. Электроны при этом перетекают по металлу от анодных участков к катодным. Спустя примерно 15 минут после начала цементации можем наблюдать потемнение раствора и приобретение им характерного цвета, что говорит о налипании частиц элементарного золота на поверхность цинкового порошка. Помимо реакции цементации целевого металла, в системе происходит и побочная реакция, главным образом ведущая к непродуктивному расходованию цинка, но по которым можно косвенно судить об окончании процесса цементации золота. Формулы основных реакций можно увидеть в правом верхнем углу экрана. Все они сопровождаются выделением газов, в нашем случае водорода и кислорода. Эти реакции протекают тем сильнее, чем меньше цементируемых металлов остается в нашем растворе. Таким образом, если наблюдается выделение газообразных водорода и кислорода, с большой долей уверенности можно говорить о том, что процесс цементации полезных металлов подошел к концу. После окончания цементации даем раствору отстояться и декантируем его верхушку, оставляя только осадок, с которым мы будем в дальнейшем работать. Следующим действием производим отжиг осадка азотной кислотой, переводя в раствор все растворимые в ней металлы. В основном это цинк, но также и металлы, зацементированные ранее. Медь, железо, никель и далее по списку. Таким образом, по окончании процесса в виде осадка должно остаться только нерастворимое в азотной кислоте золото, а все не особо нужные металлы переходят в раствор. Процесс сопровождается бурным выделением газов, в частности моноксида и диоксида азота. Хотя некоторые медицинские источники утверждают, что данные газы в небольшом количестве применяются для лечения легочной гипертензии, в остальном они не особо полезны для здоровья, поэтому не лишним будет напомнить о соблюдении правил техники безопасности. Перчатки, противогаз и все такое должны быть в наличии не только на полке в лабе, но и в том числе на лице и руках. Наличие вытяжки в помещении также приветствуется. Для более полного удаления паразитных металлов ставим стакан с раствором на мешалку, включаем на полную дурь подогрев и кипятим несколько минут, а после даем отстояться. Результатом проделанных манипуляций будет наличие на дне стакана осадка, состоящего из золотого песка, примерно 900-950 пробы. После этого останется декантировать верхушку раствора и продолжить работать с осадком. Не лишним будет напомнить, что все растворы сливаются в отдельную емкость-отстойник для последующей их переработки на предмет извлечения оставшихся драгоценных металлов, плавающие в жидкостях в виде практически невидимой взвеси. Это минимизирует потерю полезного металла при переработке на длинной дистанции.
на круг может выйти неплохой бонус уже после примерно недельной плотной работы. Далее вступает в работу бессмертная классика царско-водочного процесса. Для его начала по партитуре приготавливается царская водка, представляющая из себя смесь концентрированной 65% азотной и 32% соляной кислот, взятых в соотношении 1 к 3 по объему. Массовое же соотношение в пересчете на чистые вещества равно примерно 1 к 2. Приливаем царскую водку в стакан с осадком для его последующего растворения, а также включаем подогрев на мешалке для ускорения процесса. В ходе протекания реакции, формула которой можно видеть в правом верхнем углу, образуется тетрахлораурат водорода, известный также как золото-хлористо-водородная кислота. Данное соединение является самым распространенным для золота и служит для получения большинства остальных его соединений. Побочными продуктами реакции могут являться нитраты, а впоследствии и хлориды других металлов, не перешедшие в раствор на предыдущем этапе очистки. Например, хлорид серебра, выпадающий через некоторое время в виде белой взвеси. Все эти побочные продукты в дальнейшем будут мешать получению чисто осажденного в один проход золота, без дополнительного для последующей очистки перерастворения. Наша задача сегодня будет попробовать получить золото близко к 998 пробе именно в один проход. После окончательного растворения в царской водке золото содержащего осадка раствор необходимо остудить и прилить к нему некоторое количество холодной дистиллированной воды, достаточное для выпадения хлорида серебра, который в дальнейшем можно будет без особого труда поймать на фильтре. Именно этим сейчас и займемся. По уже отработанной методе снова задействуем господ Бунзена и Бюхнера на пару с вакуумным насосом, но только в несколько меньшем масштабе. Используем колбу емкостью 1 литр и воронку сечением 90 мм, а также сдвоенный фильтр «Синяя лента». На выходе с фильтрации имеем раствор правильного, кристально чистого желтоватого оттенка, говорящего о том, что примесей в получившейся жидкости не так много и есть все шансы на получение чистого золотого осадка. Раствор на мешалке и подогрет до температуры примерно 80 градусов. Включаем вращение магнитного якоря и начинаем гасить продукты неотработанной азотной кислоты порошком мочевины до прекращения выделения газов. Осаждать золото из раствора будем гидрозин-гидратом, который является наиболее эффективным восстановителем золота. Для осаждения 1 грамма этого благородного металла достаточно всего 0,16 мл чистого реактива. Гидрозин-гидрат разводим с дистиллированной водой в соотношении 1 к 2. Это необходимо для того, чтобы при прикапывании восстановителя в горячий золотосодержащий раствор не происходило слишком бурной реакции с последующим разбрызгиванием по всей лабе ее продуктов. Начинаем понемногу прикапывать раствор гидрозин-гидрата и уже через несколько секунд наблюдаем коагуляцию золотого осадка, что свидетельствует о высокой частоте золотосодержащего раствора. Обратного растворения золота не происходит, что говорит об успешном погашении всего избытка азотной кислоты мочевиной на шаге, предшествующем выливанию восстановителя. Добавляем скорости вращению магнитного якоря для того, чтобы собрать со стенок стакана прилипший к нему осадок золота. Использование в процессе осаждения мешалки с магнитным якорем способствует сбиванию коагулирующегося осадка в более плотные структуры, которые в дальнейшем лучше оседают на дно стакана. Также дополнительно вносим небольшую порцию мочевины для ускорения коагуляции. За процессом можно наблюдать вечно, что я предлагаю сделать в тишине в течение следующей пары минут.
На следующем этапе кипятим восстановленное золото в азотной кислоте, а затем несколько раз в дистиллированной воде для удаления примесей. Все жидкости сливаем в емкость отстойник. Далее переходим к процессу сушки золотого осадка и его взвешивания. С исходных 331 грамма материала получен выход в 1,3 грамма золота. На мой взгляд, не самый плохой выход с ламелей разъемов. В цели данной переработки не входила плавка золотого осадка в слиток, но мы обязательно это сделаем в одном из следующих видео. Если кому-то зашел этот не особо научный видеоматериал или есть вопросы по нюансам переработки, welcome в комменты. На пока же у меня все. Всем не хворать.